Давайте помолимся. Мы начинаем наше собрание с молитвы. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля Твоя, а не моя. У нас на группе выключены сейчас все микрофоны для того, чтобы не мешать спикерам. И сегодня давайте поприветствуем наших спикеров. Это Рене, у нее 28 лет трезвости. Hi, Рене. И Джон, у него 30 лет трезвости, он приезжал в прошлом году к нам в Москву, и они собираются приехать в следующем году, следующим летом опять, так что мы снова сможем увидеться. Итак, тема сегодняшнего нашего собрания – установить простые и понятные отношения с создателем. И сначала мы послушаем Рене. Окей. Okay. Yes. Вот Джон показывает фотографию, как в прошлом году был. What was that? He's showing a picture from when he was in Moscow. Hi, everybody. I'm Renee, and I'm an alcoholic. Всем привет. Я Рене, и я алкоголик, и Джон тоже здоровается. Thank you so much for inviting us today. Спасибо огромное за то, что вы нас пригласили сегодня. And what a beautiful topic to talk about. И такая прекрасная тема, по которой мы будем сегодня обсуждать. Being from America and you all Russian, it's very clear that this paragraph means a lot. Будучи в Америке, я понимаю, что вы в России, и вот этот вот абзац, он очень много для нас значит. Doesn't matter what country you're from, alcoholism can come to all of us. Неважно, из какой вы страны, алкоголизм, он касается каждого из нас. It's one of the most beautiful things I love about our program. Самая прекрасная вещь, которую я очень люблю в нашей программе. It doesn't matter how much money you have, or if you're pretty, or if you're ugly, or if you're young or old, it will get us all. Совершенно неважно, сколько у тебя денег, красивый ты или страшный, молодой ты или старый, программа для всех одна. So I've been asked to talk about this relationship with a higher power. Итак, давайте поговорим об этих взаимоотношениях с высшей силой. And how my experience has been, it covers all beliefs. Мой опыт открывает доверие. I had a Jewish sponsor, and I've sponsored a Buddhist woman. У меня спонсор еврейская женщина. And Да, I'm была Catholic. еврейская, и была женщина, которая Buddhist. Буддийская, ну, верит в Будду. So this program allows us to believe in any God we want. Эта программа разрешает нам верить в любого Бога, которого мы хотим. It was my experience that it didn't matter what I believed in, it mattered the relationship with God. Мой опыт в том, что неважно, в какого Бога я верю, важно, какие у меня отношения с Богом. So I believed in a God, but I didn't have a relationship with him when I got to AA. Когда я пришла в АА, я верила в Бога, но у меня не было с ним никаких отношений. The shame, the guilt, and remorse kept me separated from him and the people in my life. Стыд, вина и мои переживания отделяли меня от Бога и от людей. It took the steps and the program to get rid of the shame, the guilt, and the remorse so that I could go to God.
И только вот через шаги программа смогла забрать у меня вот это вот сожаление и чувство вины и стыд. I thank goodness I didn't have to get good first and go to God. I could go to God and get healed. Я сначала первым делом я должна прийти к Богу. Бог первичный. So as I walk through the steps, Итак, когда я работаю по шагам, I began to create a space я начинаю создавать пространство, to allow God into my life in a working relationship. позволить войти Богу в мою жизнь и работать над этими взаимоотношениями. And I had almost a spiritual experience in this area because I felt that I feel that I actually had the spiritual experience of forgiveness of my higher power. I felt forgiven for all those things that I did. Я почувствовала вот это переживание, да, духовный опыт в моей жизни, вот это вот прощение от Бога, потому что я почувствовала вот это прощение от моей высшей силы. John, I can hear you typing because you're not muted. Why don't you mute? Why don't you mute yourself? Это сейчас они с Джоном там чего-то обсуждают. He's bored with my story. And it's in slow motion, so it's harder. Рене говорит, что Джон очень устал от ее истории, он ее слышит уже очень много лет. We've been married for 26 years, so he's tired of listening to me. Мы уже женаты в течение 26 лет, и он уже устал слушать меня. He'd rather talk about sex. Ему гораздо интереснее разговаривать про секс. Okay, so I feel that let's see. In the fourth step, when I cleaned all the garbage out and I got to 8 and 9. А в четвертом шаге, когда я вычистила весь мусор, I feel that in my sobriety, in my experience, is where I started that relationship. The end of sentence, could you repeat, please? In your experience? By the time I got to steps 8 and 9, а когда я делала шаги 8 и 9, I felt the relationship. Я почувствовала вот эти вот отношения, взаимоотношения. As I asked for forgiveness from other people, когда я прошу прощения у других людей, I started to feel God's forgiveness of me. Вот в этот момент я начинаю чувствовать, что Бог прощает меня, чувствовать прощение Бога. It came from forgiving people in the fourth step. Оно приходит через прощение людей в четвертом шаге. I started to be able to feel God's love in my life. Я начинаю быть способной чувствовать Божью любовь в моей жизни. There were horrible things I did in my using. Это были ужасные вещи, которые я творила в моем употреблении. That I was convinced 100% God had forgiven me for. И я убедилась на 100%, что Бог меня за них простил. And then he asked me to let me think. How do I say this? Sharing my stories with other women. Когда я делюсь своими историями с другими женщинами, they were able to relate to their lives. Они получают возможность использовать этот опыт в своей жизни. It's that language of the heart, one alcoholic talking to another alcoholic with no judgment. И это и есть вот тот язык сердца, когда один алкоголик говорит с другим алкоголиком без осуждения. То есть этот опыт слышит другая женщина.
in the reading in the paragraph you had me read, В том абзаце, который вы мне дали прочитать, it talks about, go ahead. 27-я страница. Could you wait a minute? I will tell about this page in Russian. Yes, это 27-я страница, предпоследний абзац. Здесь написано: «Дети существующего создателя, с которым можно общаться, установив простые, понятные отношения, если только вам хватит воли и честности, чтобы взяться за это всерьез». Окей. It has the word willing and honest. Здесь вот присутствуют такие слова: воля и честность. And we know that those are some very important keys. So here, я верю, что это очень важные ключи. So we have to try every day. Поэтому нам нужно их использовать каждый день, стараться быть честными и волю использовать каждый день. I love when the references to time are written in our book. Я очень люблю отсылку к тем временам, когда, читая книгу, there are many times it talks about every day, constantly, always, so that we have no wiggle room of when we should be doing these things. В этой книге все время написано постоянно. Could you repeat? I just forgotten. That's okay. These words constantly and always, всегда, постоянно, каждый день. Да, книга дает нам понять, что это ежедневная работа, это нужно делать каждый день. To experience God in all these times. Для того, чтобы чувствовать, переживать общение с Богом на протяжении всего этого времени. Mm-hmm. Even last week, I should know God better than last week. И даже по последнюю неделю мне нужно узнавать Бога лучше, чем предыдущую неделю. Every day is a new opportunity. Каждый день у меня есть новая возможность. He sends angels. Angels and what? God sends angels. Бог посылает ангелов. Which are people. К людям. To teach me every day. Через людей для того, чтобы учить меня каждый день. You know, God shows up with skin. One more time, please. God shows up in people. Бог показывается мне через людей. And from in my experience, when we help each other. И мой опыт в том, что когда мы помогаем друг другу. Not to drink. Не пить. Not to hurt people. Не обижать других людей, не доставлять им боль. Helping others. Помогать другим. His love. Его любовь. God's love. Это и есть его любовь. Convinces me that he is in my life. Она убеждает меня в том, что он есть в моей жизни. I love how our program. Я очень люблю, как в программе. Doesn't require you to believe in my God. Предлагается верить именно в моего Бога. You get to pick your own. Вы можете сделать свой собственный выбор. Being honest with somebody. Будучи честным с кем-либо. And not faking it till you make it. One more time. And don't fake it. Do you guys say that? Don't fake it till you make it? It's expression. Yeah. Oh, so it's not. You don't say that. Fake. I know this word. You might not say it that way, John. Do you know how they would say it? No. Она говорит, fake это подделка, да, не
It's about honest with myself. Yes. No, it's Not sometimes I'll say it Pretend again. until it. If you it's important for us to be honest with our sponsors if we don't understand something. Очень важно для нас быть честными со своим спонсором для того, чтобы в тех вещах, которые мы делаем. The chat. I think people are writing it Oh, okay. translated with what it is. Ну, не творить фигню, я поняла, она имеет в виду. Не творить всякую... So that expression scares me because sometimes that will get you off the path. You have to be honest if you don't understand so that someone can help you. Она говорит, вот меня вот это выражение всегда пугает, когда я что-то... Так, сейчас. Could you repeat one more time? Because I read the translation, somebody wrote the translation. Притворяйся, пока не добьешься своей цели. И one more time, please. I understand, but I can forget. Okay. So I've seen in my sobriety where that doesn't work. Это очень важно, быть обязательно честной с кем-нибудь другим, когда я сама не понимаю, правильно я поступаю или нет. 1 minute, because John... Сереж, можешь, пожалуйста, включить звук Джону? Почему-то он выключился. Сейчас постараюсь. Я его даже не вижу почему-то. One minute, please, John. Видишь его, Сереж? Я-то его вижу. Ага, я вижу. Perfect. Thank you. What Renee was trying to say, I think, was that you can't pretend. Pretending won't work. Being open-minded to a new experience. John, a little bit slowly, please, and I can understand. One more time, please. Well, you've already gotten the translation, but what Renee was saying, fake it till, you can't fake it, is you can't pretend. Ты можешь притворяться, что все нормально в твоей жизни. There you go. So to surrender. Для того, чтобы сдаться. So that you can get the help. Тебе нужна чья-то помощь. Обратиться за помощью. I grew up with the Catholic Church as a altar girl. Я выросла в католической церкви. Stealing the wine in the back. Пила вино сзади, на заднем сиденье во время служения. And what I need today is a relationship with God, not just a place where I go to worship. И сегодня мне нужны взаимоотношения с Богом. Неважно, workshop about if to you go to church. Ага, неважно в церкви или где-то еще, мне все время нужно быть в отношениях с Богом. I wake up every day and bring God with me throughout the whole day, not just in church. Я просыпаюсь каждое утро и пытаюсь Бога пригласить в свою жизнь на протяжении всего дня, не только тогда, когда я в церкви. So hard to think of how to say some of these things. I sit in meetings with priests and nuns and rabbis. Я вижу на собраниях священников и иудейских священников. They send their drunks to us. И они точно так же пили, как и мы. Mia, я тебя включила. Sorry, one lady would like to help me if something. Mia, я включила тебе микрофон, я перевожу, если что-то я не знаю, включайся и говори. Хорошо, спасибо. Okay. Renee, if you want to jump back and forth at any time, just
let me know. What do you mean? I'm just saying, you don't have to do the whole. No, I'm going to finish and then you can take over. Okay. Just trying to be helpful. I know. I just want to get it over with. Они обсуждают, кто будет говорить, и Рене хочет закончить свою фразу, свою мысль. Спасибо. So when I started to treat God as my friend, Когда я начинаю относиться к Богу так, как к моему другу, and talk to him as I would my friends, Говорить с ним так, как я говорил бы со своими друзьями. спасибо. Мия, может, ты попереводишь, да, пока? Я могу взять немножко, да. Спасибо. Когда устанешь, я подключусь. Хорошо. Спасибо. I could feel him working in my life. Я могу чувствовать, как он работает в моей жизни. Имеется в виду Бог. Бог. The first and foremost thing before I turn it over to John Первое, что я хотела бы сделать, прежде чем я отдам микрофон Джону, is that God removed my compulsion to drink. Господь абсолютно избавил меня от желания пить. Because I had tried. I was one of the alcoholics that tried to stop for so long on my own, and I couldn't stop. Потому что я была одним из тех алкоголиков, которые пытались остановиться самой много-много раз, и ничего не сработало. And when I asked God to remove the desire, He did, and that never came back. И когда я попросила Господа убрать это навязчивое желание пить, Он забрал это, и это никогда ко мне больше не вернулось. So it was a great start. I was really convinced. Это было прекрасное начало, и я была убеждена, что все это сработает. And there's so many days where I know that I am exactly where I'm supposed to be doing His work. И я знаю, что чувствую очень много дней, когда я знаю, что я и знаю, и чувствую, что я там и делаю то, что Он от меня хочет. Which I believe is to love and help His kids. Что я считаю, главное это любить Его детей и заботиться о них. Not only in the book, but the way that I live my life. Не только как в книжке, но так, как я живу свою жизнь. And how I'm living when no one can see. И то, как я живу, когда никто не может этого видеть. It's a beautiful way to live, and it's very free. Это замечательная жизнь, это замечательное ощущение быть свободной. I'll tell you a little funny thing. So when my children were small, Я скажу небольшое отступление, и, по-моему, она сказала смешное что-то. Когда ее дети были очень маленькие, and I told them that God was my boss, и она сказала им, что Господь ее босс, ее директор, not daddy, God was my boss. что не папа был боссом в семье, а Господь был боссом. They remember that, and we always try to, it's a good reminder for me to know that that's who I answer to every day at the end of the day. Это прекрасное напоминание, эта история прекрасное напоминание для меня, что это Господь, это тот, кому я отчитываюсь в конце каждого дня. So I'm very happy that I have a loving and forgiving God that every night. Я счастлива, что у меня такой любящий и прощающий Бог, что каждую ночь Forgives and loves me. Каждую ночь Он прощает и любит меня. And we can start fresh the next morning.
и мы начинаем снова на следующее утро. Because if I try to do everything all at once, it doesn't work out very well. So one day at a time. Потому что если я пробую делать все в кучу, обычно не получается. Я действую по программе один день. Sometimes a half a day at a time. Иногда полдня. Thank you so much for letting me talk a little bit about this. I've been sober for 28 years, so I probably could talk 5 hours about this. Спасибо большое, да, что вы мне дали слово. Я уже свободная и чистая 28 лет. Я могла бы, наверное, 5 часов говорить об этом. But I'll let my other boss talk some too. Но я дам возможность моему другому боссу поговорить немножко тоже. Thanks, Renee. Спасибо, Рене. My name's John. I'm an alcoholic. Я Джон, алкоголик. I'm really excited to see some familiar faces. I think I saw Pasha on one of the other screens and Sasha from Siberia as well, right? Are you still in Siberia? Он очень рад видеть знакомые лица, и ему кажется, что он увидел на каких-то на экране и Пашу, и еще кого-то из Сибири. Я не успела. I got to spend an incredible 10 days in Russia last summer in June, and I came with my friend Joe. Прошлым летом я имел замечательную возможность провести 10 дней в России, приехал со своим другом Джоном. The experience of getting to know you guys changed my life forever. И опыт знакомства с вами изменили мою жизнь навсегда. The only problem is that everyone's name ends with Sha. Pasha, Sasha, Natasha, Lasha, Единственная Vasha. проблема, что каждое имя заканчивается на Ша. Паша, Маша, Саша, Даша. I came away from that trip with a full heart. Я вернулся с этой поездки, и мое сердце было полно любви. Joe and I talk about it often. Мы с Джо очень часто об этом говорим, об этой поездке. We received much more than we gave. Мы получили гораздо больше того, чего мы отдали. I like this topic that Barbie Мне нравится chose. эта тема, которая была выбрана. This idea of changing our concept of God Эта идея изменить наше представление о Боге is the most important concept in our book. наиболее важная идея в этой книге, в нашей книге. We have to transform our relationship with God. We have to change our relationship with God. Мы должны изменить или поменять наши отношения с Богом. Our whole understanding has to be looked at. Все наше понимание о Боге в прошлом должно пройти, мы должны взглянуть на это новыми глазами. The 2 points in that sentence that stand out to me are the word simple and willing. В этом предложении, не уверена, о каком предложении он говорит, извините, 2 слова, которые врезаются из этого, являются для него наиболее важными. Could you repeat the one before willing? And simple. Да, 2 слова. Просто и иметь желание. Воля. It is really the essence of the first and second step. Это в реальности суть первого и второго шага.
as Renee was saying, it doesn't matter what religion we believe in. Как Рене говорила уже, неважно, в какой религии вы принадлежите. AA is not about religion. AA — это не о религии. We don't care what you believe. Нам все равно, в кого ты веришь. What matters in AA is that you believe in some power greater than yourself. Что важно в AA — это то, что ты веришь в какую-то силу, любую силу, которая выше, чем ты, больше, чем ты. Because if you believe that you have the power to change you, you're not ready for AA. Потому что если ты считаешь, что ты сможешь сам изменить себя, то ты не готов к тому, чтобы вступать в AA. Renee's making faces at me. I'm not sure what I just did, but Я не знаю, почему Рене улыбается и делает мне всякие рожицы. Не знаю, что я сказал. I love our chapter, We Agnostics. Мне очень нравится глава «Мы агностики». If you notice, the chapter is not called To the Agnostics, it's We Agnostics. Если бы вы заметили, что глава называется не «Для агностиков», а «Мы агностики». When we arrive in AA at the beginning, we are all agnostics. Когда мы приходим в AA, мы все агностики. A agnostic is somebody without knowledge or without experience. Агностик — это человек без знания или опыта. I'm sure many of you are saying to yourselves, I'm not agnostic, I believe in God. Я уверена, что многие из вас говорят: я не агностик, я верю в Бога. It's not about the belief. Это не о том, во что вы верите. Believing in something does not change me. Верить во что-то меня не меняет. As that chapter tells us, the main purpose of this book is to introduce us to a power that will change our life. Как говорится в этой главе, эта книга изменит наше... Would you repeat it, please, John? Представление. Изменит наше представление о том, что есть сила более высшая и могучая, чем мы. It says the main purpose of the book Основная задача этой книги is to enable you to find a power, to это help you find a power дать вам силу и возможность, which will solve your problem. которая решит ваши проблемы. Дать вам силу, которая решит вашу проблему. If you notice, it does not say problems with an S. It is singular, one problem. И заметьте, пожалуйста, там не множественное число, а единственное число. Не проблемы, а проблему. I have only one problem in my life. У меня есть только одна проблема в моей жизни. And that is when I feel as though I'm separated from God and my fellows. Это когда я чувствую, что я отделен от Бога и от моего сообщества. I can never be separated from God, but I can feel like I'm separated from God. Я никогда не могу быть отделенным от Бога, но я могу чувствовать, как будто бы я от Него отделен. Bill says on page 55, Билл говорит на странице 55, that God is found deep down inside of us. что Бог будет найден глубоко-глубоко внутри себя, внутри вас. So these 12 steps are designed Эти 12 шагов были... to remove what's blocking us from Him.
12 шагов являются теми шагами, чтобы избавить нас от того, что блокирует нас от Бога. By removing what's blocking us from our fellows, we get closer to God. Помоги, пожалуйста. Когда мы убираем то, что отделяет нас от от других людей, мы становимся ближе к Богу. Спасибо. Each step is a piece of a puzzle. Каждый шаг это кусочек пазл по-русски. Пазл так и будет по-русски? Да. Это кусочек пазла. In the second step, what is blocking us from God Во втором шаге, что блокирует нас от Бога, отделяет нас от Бога, is our old ideas. это наши старые представления. In We Agnostic, Bill says 7 times 7 раз в главе про агностиков Билл говорит, that we have to get rid of these prejudices. что нам нужно избавиться от наших старых представлений, предубеждений. So we have to put aside our old ideas for a while to a new experience. Так что нам надо отложить в сторону все наши представления из прошлого, чтобы получить новый опыт. I believe the most important day in Alcoholics Anonymous Я верю, что самый важный день в АА the most important day of our history, и в нашей истории. Ebby went to go visit Bill to help him get sober. Кто? Ebby Эбби приехал навестить когда Эбби приехал навестить Билла. и рассказать, что рассказать, как ему выздороветь. Bill was drinking and Ebby was sober. Билл тогда пил, и Эбби уже был чист. When Ebby came to his door, Bill asked him, "What has gotten into you?" Когда Эбби подошел к двери Билла, Билл спросил, что это в тебя вселилось. They were old drinking friends. Они были очень старыми друзьями по пьянке. And now Ebby was cleaned up, looking good. И теперь Эбби выглядел прекрасно и не пил. Bill said, "What has gotten into you? What has changed?" Так что же изменилось? Что в тебя вселилось? Спросил Билл. Ebby says, "I've got religion." Эбби сказала, я стал религиозен. я обрел религию. Я обрел религию. Right. Bill says, "I was aghast." I was what? Disgusted. Oh. Ему стало противно. Билл сказал, что мне противно это слышать. So when Ebby told him that he found religion, Bill turned off his mind and stopped listening. В этот момент, когда Эбби сообщил о том, что он нашел религию, Билл выключил свое сознание и перестал слушать. He stopped listening because he had these old ideas about God. Он перестал слушать, потому что у него были эти старые представления о Боге. Just think of, I'm sure yours are the same, but we all have ideas about God that block us. Подумайте о каждой о своем, но я уверен, что у каждого из нас есть определенные старые представления о Боге, которые нас блокируют. Как бы My являются... old ideas were that I'm too broken for God. I've made too many mistakes. Его, Джона, представление было то, что он слишком сломанный для Бога. Он сделал слишком много ошибок в своей жизни. I made a million promises to God that I broke. Он делал столько обещаний для Богу, которые он не осуществил.
How many people listening have said, God, get me out of this and I'll never do it again? Сколько из вас когда-то говорили, Боже, вытащи меня отсюда, и я никогда этого больше не сделаю? A million times I broke that promise. Миллион раз я нарушал это обещание. And some of my other old ideas about God were about the state of the universe. In other words, let me stop. Let me change this in. My old ideas were, how could God allow suffering in some places and good things in other places? It just didn't make sense to me. И многое не имел, он многое не понимал, что как Господь может допустить такие тяжелые и страшные события в одном месте, и такие замечательные, прекрасные события в другом. It's easy to believe in God in a wealthy place like America, where living is very easy. Да, это очень легко верить в Бога в таких, например, в Америке, где все достаточно просто и легко. One of my favorite descriptions of God in our big book is that he is all-inclusive. All-inclusive? What do you mean by that? Мое любимое описание that God's love is for everyone. One minute, please. Мое любимое описание Бога в этой книге — это то, что как бы все включено в Боге, да? Ну, все включено, я поняла, я хотела объяснение этому спросить у него. Что Бог любит всех одинаково. Вот, да. Спасибо. Спасибо. Thanks. So back to the story. So Ebby is trying to help his friend Bill, and Bill has stopped listening because he's talking about religion. Вернемся к истории. Эбби пытался уговорить Билла, Билл перестал слушать. And then Ebby says the most important thing in our whole book almost. И в этот момент Эбби говорит самую важную фразу, возможно, самую важную в этой книге. Why don't you choose your own conception? Почему бы тебе не выбрать свое собственное представление? If Ebby had said, Bill, you must believe in Jesus, we wouldn't be sitting here today together. Если бы Эбби сказал Биллу тогда, что Билл, ты обязан верить в Христа, мы бы сейчас с вами здесь не сидели. Later, in We Agnostics, В главе мы агностики. it says that growth started once we were open-minded to believe in something else. Что говорится, что наше духовное развитие начинается тогда, когда мы открываем свою душу для веры во что-то, что выше нас. It says, so we used our own conception, however limited it is. Мы использовали наше представление, какое бы оно ни было. Just a small amount of faith is all we need to start. Просто маленькая частичка веры. Это все, что нам нужно для начала. So we get to pick our own God, and most importantly, the characteristics of God. Так что получается, что мы можем выбрать своего собственного Бога. И что самое главное, его характеристики. And we go on with the rest of the steps and see if those things are true about God. И мы продолжаем идти по шагам и посмотреть, если эти вещи на самом деле отвечают нашему представлению о Боге. Because my problem, what's blocking me in the third step is the terms of the contract. А условия контракта в третьем шаге его блокировало. The third step is a contract.
Потому что третий шаг — это контракт. It says, next we decided Это говорится, там говорится, что следом мы решили, God was going to be our director. что God будет нашим директором. He is the principal. Он главный. Он главный. We are his agents. Мы его агенты, В He русском is the языке father. исполнители его воли. исполнители его воли. Он наш отец, We are his children. мы его дети. Most good ideas are simple. Большинство хороших идей очень просты. This concept was the keystone. Этот концепт был это Треугольный камень. основным камнем. This idea is the keystone of the arch that we're going to walk through. Это как бы основной фундамент, на котором строится Замковый камень в арке. Это из книги. из книги. Извините, да, я русскую книгу не особо знаю. В арке, через которую мы пройдем к свободе. If you remove the keystone from the arch, it all falls. И если вы заберете этот основной ключевой, как называется, ключевой Замковый камень из арки, ключевой камень из арки, то тогда все просто распадется. она рухнет. I must be really sick to need two translators. Я, наверное, совсем нехорошо говорю, что если мне нужно два переводчика. Совсем больной, он говорит. No, it's just that you talking to a person who's lived in the US for forever, and sometimes I need help with Russian. I do speak fluently both, but Russian book is not as familiar as English book to me. When Joe and I did the 2 days of workshops, I think we had 6 translators. They kept quitting on us. Когда Джо с ним в поездке делали, workshop, это типа лекции, там дни, да. У них было 6 переводчиков, по-моему, все их бросили в итоге. So if that's the third step contract, which it is, значит, если это контракт третьего шага, что это так и есть. I can't make that agreement if I have old ideas about God. Я не могу подписать этот контракт, если у меня старые представления о Боге. If I think God is keeping score, I'm not going to sign that contract. Если я думаю, что Господь отмечает мои плюсы и минусы, то я не буду подписывать этот контракт. If God does not want me to be happy, joyous, and free, I'm not going to sign that contract. Если я не верю, что Господь хочет, чтобы я был свободен, наслаждался жизнью. Счастливый, радостный и свободный. Это тоже из книги. Счастливый, радостный и свободный. Какой? Счастливый, радостный и свободный. Счастливый, радостный и свободный. Я тоже не подпишу этот контракт. I needed God to be all-powerful, to be able to fix all my problems. Мне нужен был Бог, который обладал бы силой, был всесилен, чтобы Он смог решить все мои проблемы. If I think I'm too broken for God, my God is too small. Если я думаю, что я что я слишком сломанный, слишком для своего Бога, это означает, что мой Бог слишком маленький. It was very easy for me to disregard God because of what many people had done. Ему было также легко не обращать внимания на Бога из-за того, что другие люди делали.
in the name of religion. во имя религии. And so the second step is just a beginning. Так что второй шаг — это только начало. Am I willing to believe that there is something out there that can help me? Готов ли я поверить в то, что там есть что-то выше меня, что может помочь мне? Because no matter how many times I try, I can't fix me by myself. Потому что неважно, сколько раз я пробовал, я не могу сам себя исправить. I needed Сам God's себе help. помочь. I needed God's help Мне нужна помощь Бога and other people's help. и помощь других людей. And so, as Renee pointed out, we go through these steps to remove what's blocking us from people and God. И как Рене уже сказала, мы проходим эти шаги для того, чтобы убрать все то ошметки, которые мешают нам связи с Богом и с другими людьми. In the fourth step, we get rid of the resentment and fear and guilt of our sexual misconduct. В четвертом шаге мы избавляемся от злобы, сексуальных каких-то... Сексуальной вины и обид. Сексуальной вины и обид. In the fifth step, we tell someone our entire life story for the first time. В пятом шаге мы рассказываем кому-то всю историю нашей жизни. Первый раз, вот как от начала до конца. Историю всей нашей жизни. Всей нашей жизни. And our perspective of our story has now changed because we're no longer a victim. И наше представление об этой истории нашей жизни уже теперь изменилось, оно иное, потому что мы больше не как подскажи? Жертва, не жертва. Мы больше не жертвы обстоятельств. In 6 and 7, we re-surrender all of that again. И в седьмом и восьмом шаге мы В том и седьмом шаге мы сдаемся опять. Сдаемся опять. Спасибо. In the 8th and 9th step, we make right all of the wrongs we've done. 8 и 9 шаг мы делаем правильным то, чего мы напортачили в прошлом. And that brings us closer to our fellows. И эти шаги приводят нас ближе к нашим людям, к людям, которым мы сделали больно. Нашего сообщества. In our first tradition, it talks about unity. В нашей первой традиции это говорится о единстве. О единстве, да. Unity is what brings me closer to God. Единство меня приближает к Богу. By being closer to my fellows. Будучи ближе к своим близким. Своим близким, да. And in the 12th step, we go and show others how we have been freed. И в 12 шаге мы идем и рассказываем другим о том, как мы освободились от этой проблемы. God has not given us this method for us to be rich and famous. Господь не дал нам вот эти шаги, и эти возможности Он нам дал их не для того, чтобы мы стали богатые и знаменитые. God has given us this path so that we can show others how we have become free. Господь дал нам этот путь и показал нам этот путь, чтобы мы показали остальным страдающим, как быть счастливыми и свободными. It becomes the most important thing in our life. И это начинает быть
наиболее важной частью нашей жизни. Having a sponsor and sponsoring other men is still very necessary in my life, 30 years sober. Даже после 30 лет чистоты иметь спонсора и иметь подспонсорных для меня очень важно в моей жизни. Renee, do you want to add anything before we Рене, хочешь добавить что-нибудь? She's muted. Ее, да, сейчас, секундочку. Ее отключили, микрофон. Does anyone want to ask questions or want to say something before we finish? There she is. Кто-нибудь хочет задать вопросы и перед тем, как мы закончим? Если есть вопросы, ребят, пишите, пожалуйста, в чат, будем их озвучивать. Рене, I switched on your microphone. I think the neatest, one of the neatest things about my life today Я считаю, что одна из очень необходимых вещей в моей жизни сейчас. an old idea can be from this morning. Stop. Could you Sorry. repeat? That's your dog, John. Твоя собака, Джон. An old idea can be from this morning, and I can get rid of it so that I can be more connected to God and the people in my life. Renee, did I understand correctly that you can wake up with one old idea in the morning and you need to get rid of it? Yep. And, Okay. And have Thank a you. whole, yep. Sorry about that. That's okay. Я просто уточнила. Рене говорит, что одна из самых необходимых вещей в ее жизни, потому что она может проснуться и с каким-то старым представлением о чем-то, и ее первой задачей является избавиться от этого как можно скорее. And I treat my higher power like a gangster friend of, like he's like real. He's a real life street guy. Like he knows what's going on. И я отношусь к своему богу, как я его понимаю, как такой настоящий гангстер, такой, он всегда знает, что происходит. If you want God to be real in your life, you have to treat him like he's real. Если ты хочешь, чтобы Господь был реальным в твоей жизни, тебе нужно относиться к этому так, что Он реален. And we have a lot of fun. И нам очень весело. Anybody have any questions? Есть какие-нибудь вопросы? Yes, we have already questions. Мия, давай я по-русски буду читать, а ты будешь переводить. Давай так? Давай. Ага. Из Сургута вопрос. Передал ли он футболки Скату и Олегу? Спасибо. It's a question from the city called Surgut. Did you give t-shirts to Scott and who else? Oleg. And Oleg. Did you pass the t-shirts? I gave Scott his t-shirt. I have not seen Oleg yet. Скатту отдал футболку, Олега еще не видел. Спасибо. Следующий вопрос. Наказание. Как ты к нему относишься? Веришь ли в милость Бога, или все-таки за все надо платить? Punishment. What is your attitude towards it? Do you believe that God forgives everything, or you have to, at the end, pay for all you've done? In my case, the things that I've done in my life, which I have, I never killed somebody. Well, I can't say that, but I had some terrible things
let me think of how I want to say this. He forgave me before I even asked for forgiveness. Ее ответ: Бог простил ее еще до того, как она попросила прощения за те вещи в ее жизни, которые она совершила. I believe that God is just love all the time. Я верю, что Господь — это любовь, это постоянная любовь, бесконечная. I believe that God loved me the same when I was doing terrible things as when I was doing good things. Я верю, что Господь любил меня одинаково, когда я делал ужасные вещи в своей жизни, и когда я исправился. И когда я делаю хорошие вещи, и когда я делаю хорошие. Одинаково меня любит. Следующий вопрос. Джон, каков сейчас твой осознанный контакт с Богом? John, what is your conscious connection to God? I think that's it's the same question as before. I don't believe God ever stopped loving me long enough to be angry at me. Мне кажется, что этот вопрос связан с предыдущим. Я верю, что Господь всегда любил меня, несмотря на мои действия. God will allow me to experience bad consequences for my behavior. Господь даст мне, конечно, испытать плохие исходы, плохие последствия моего поведения и того, что я делаю. That was the biggest transformation for me in the second step. Это было бы самое большое изменение для меня во втором шаге. Is that forgiveness is not earned. Что прощения не заслуживают. Ничего не стоит. God's love is not based on merit. On what? On merit, on deserving it. Что любовь Господа не зависит от того, что от заслуженности этой любви. If I got what I deserved, I would be in prison or homeless or dead. Если бы я получал то, что я заслуживаю, я бы был либо в тюрьме, либо бездомным, либо уже умер. Если бы я получил по заслугам. But we have to continue to seek. Но нам надо продолжать искать. And one of the ways that we seek is by removing the things that block us. И одна из вещей, которые мы делаем для того, чтобы в поиске, мы избавляемся от вещей, которые нас блокируют с контактом. Regular inventory and regular amends. Это на регулярной основе инвентаризация, и на регулярной основе это возмещение ущерба. I'm 30 years sober, and René is 28 years sober. Я 30 лет чистый, Рене 28 лет. And we together last week made an amends that was 12 years old. It never stops. John, would you repeat this one, please? Sure. Last week, René and I made an amends together that was 12 years old. И на прошлой неделе они возмещали ущерб, который ему 12 лет. As we grow in understanding and effectiveness, когда мы растем, мы понимаем эффективность, понимание, это тоже да, понимаем программу. Our perspective changes. Наше представление меняется. And we always have to be willing to make right our mistakes if we can. И мы всегда должны обладать желанием изменить то,
те ошибки, исправить те ошибки, которые мы совершили. Because if I don't, the guilt will separate me. Потому что если я этого не сделаю, то вина опять-таки отведет меня от Бога. I will feel like I'm different than my fellows. Я буду чувствовать себя иным, чем члены моего сообщества. I'll start to feel like a faker. Я просто буду чувствовать себя, как будто я играю. And then I'll start lying to my sponsor. И потом я начну врать своему спонсору. And then I'll think AA doesn't work. И после этого я начну думать, что AA не работает. So I must always remain a seeker. Say it again. I must continue to seek God's will for me in all areas of my life. Я должен продолжать искать те пути, которые Господь выбрал для меня в этой жизни. Бога во всех сферах моей жизни. Во всех сферах моей жизни. Any more questions? Спасибо, Джон. Сейчас Паша Есть задаст еще вопрос. вопросы? Но я перед этим хочу напомнить о 7-й традиции, которая звучит так. Каждой группе следует полностью опираться на собственные силы. 110 people. John and Renee, what Ina is doing right now, she's just reminding about the 7th tradition. И я прошу учесть, что мы платим за комнату на 500 человек в Zoom, она стоит дорого, и также платим за помещение реальное на Кутузовском, которые, не дают нам арендные каникулы в связи с... She's explaining the expenses that they have to go through. И там у нас стоит каждая группа 1500 аренда. Спасибо. И Паша would like to tell you hello. Hi, John. Good to see you. Good to see you, man. It's a miracle. Yesterday, today night, to tell you the truth, I was talking about you with some person about your trip to Russia, about Ritz-Carlton and excellent view. And today, I don't know that there was going to be a meeting with you. And today, I connect to my home group and see you. And what's a miracle? Renee and I are... Uh-oh. No? I didn't hear you. No, say it again. Who are those guys? It's your sponsors? My security. Паша спросил, что это за ребята, он говорит, это твои подспонсоры, он говорит, нет, это моя охрана. Some AA John, friends. To be serious, can you explain? Not explain. Can you tell your view to a newcomer who are in a rejection of any conception of God, and the newcomer is understood that he have a problem with alcohol, but refused any conception of God, and that's why there is some disconnection with him and with AA. He understood that he needs help, but any way of talking about God refused him. He do not want to listen anything about God. По-русски скажи, пожалуйста, Паш. I'll translate in Russia, okay? Джон, скажи, пожалуйста, твое видение для новичка, который понимает, что у него проблемы с алкоголем, понимает, что ему нужна помощь, но в полном отрицании Бога во всех его вообще концептах. Просто когда человек слышит про Бога, он закрывается, и уходит. Как бы. Попросил Джона поделиться, что он думает по этому поводу. Thank you. My turn? Yeah. So, if I'm powerless, I have to be willing to do something different. Who's translating?
Если у меня нету силы, возможностей преодолеть что-то, мне нужно найти, это необходимость, мне нужно найти And so I have to be willing to try something. I have to be willing for a new experience. And go ahead, translate that. Я должен был быть открыт к новому опыту, к новым идеям. The best prayer to begin with is, God, I don't believe. Go ahead. Самая лучшая молитва для начала будет God, такая. I'm not sure if you are there, but I need your help. Господь, я не знаю, если ты там, но мне нужна твоя помощь. Please show yourself to me. Пожалуйста, покажи для меня, что ты есть. Renee wanted to jump in. Рене хотела добавить. So when I have a girl that doesn't believe in a higher power at all, Когда у меня есть подспонсорная девочка, которая не верит в Бога вообще, I've taken her to the ocean in the morning and we watch the sun come up. я привела ее к океану на пляж, на рассвете, когда солнце вставало. At the end of the day, we go to the bayside and we watch the sun go down. И в конце дня мы пришли на другую сторону, где солнце садилось. And I asked them if they can do that. И я спросила ее, ты можешь это сделать? And if they say they cannot, I say maybe, если они говорят, что они не могут, maybe whoever did that, you could try that for now. so maybe whoever did that, meaning like sunset and sunrise. Correct. Whoever can make the sunrise and sunset, maybe try there. Yeah. Может быть, надо начать там, чтобы поверить в того, кто может сделать так, чтобы солнце встало и солнце село. The best promise in the book Самое большое обещание в книге is that God does not make hard terms on those who seek him. God doesn't. Бог не выставляет нам сложные условия для того, чтобы его искать. Спасибо, Инна, да. It's been great to be with you guys. Great to see your faces. Замечательно видеть вас всех и сегодняшнее. That was my host in Moscow. Мия, еще вопрос такой, ваши мечты и хобби. There's another question from someone. Your dreams and your hobbies. Renee? My dreams, actually, I just got to a place in my life. I have to make some new ones. All of them have come true. Was, my host в моем случае, говорит Рене, мне надо написать новый лист желаний, потому что все исполнилось, что я хотела на данный момент. So I'm coming up with some new ones. Так что я придумываю новое желание. John, what are my hobbies? We both love to travel a lot, and I think we've been able to stay married because we've put God in the middle of our marriage. Мы оба очень любим путешествовать, и также я хотела сказать, что у нас очень удачный и длинный брак из-за того, что мы ставим в центр нашего брака Бога. And my goal is to know him more. И моя цель — это узнать его еще ближе. John likes to fish. Ему нравится рыбачить. And I like to run and work out and do yoga and hang out with my friends. И я люблю бегать, заниматься йогой и быть в компании своих друзей.
Barbie, say a prayer for us. Barbie's one of my friends. You're muted, Barbie. I love you so much, René. I love you Thank too. you, John. Thank you, René. And now, and thank you, people who come with you today. It's so nice to see you. Мия, большое спасибо тебе за перевод. И давайте помолимся. Let's pray. Боже, God, разум. grant me serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Будет воля твоя, не моя. Огромное спасибо всем. Thank you, Barbie, Jen. Thank you, let's René. do this again soon. Давайте сделаем это еще раз. I want to ask you the same. I love you, sweetheart. Я хотела спросить то же самое. Bye. We'll Thank see you you. next summer. Bye, guys. I want to go to the sauna. В сауну хочу, Рене говорит. I'm waiting for you next summer. Bye, honey. Bye. Спасибо всем, ребят. Запись будет завтра. Все записалось, слава богу. Всем хорошего вечера. Всего доброго. Всем спасибо. Мия, спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо.